провели почти месяц в провинции Краби. Это было наше 4-е посещение Краби за последние 4 года. Мы арендовали на Ананг минивэн с водителем на 9 часов за 3000 бат на небольшую группу из русскоговорящих туристов в количестве 6 человек. Поездка получилась по ценам очень привлекательной, всего по 500 бат на человека. И последний, 3-й храм мы приехали, самый древний храм. Каждый из вас, хоть краем уха, но слышал что-то о буддизме. А знали ли вы, что в буддизме нет веры в единого Бога-Творца, а Будда на самом деле – это титул, а не имя? В отличие от других религий, в буддизме сотни законов, наставлений и правил. Постичь их течение короткого промежутка времени просто невозможно. Духовный лидер Тибета Далай-лама отметил, что каждое живое существо хочет быть счастливым. Будда же выступает наставником, а вот учителем является сам человек. Итак, задача Будды – показать тебе правильный путь. Буддизм – это религиозно-философское учение, которое берет свое начало еще 2500 лет назад. По всему миру буддистами являются примерно 500 миллиарда человек. Создание буддизма связывают с появлением на свет принца Сиддхартха Гаутамы. По легенде, молодой принц увидел 4 зрелища: старого калеку, больного человека, труп и отшельника. Осознание того, что такой конец ждет всех людей, и его в том числе, подтолкнуло Гаутаму к решению пойти по пути монаха и отречься от всего. Он медитировал под деревом и пообещал себе не вставать до тех пор, пока не найдет пути к прекращению страданий, то есть к просветлению. Это дерево теперь называется деревом Бодхи, и оно является одним из главных символов буддизма. Гаутама достиг просветления, и с тех пор его стали называть Буддой, то есть тем, кто пробудился. Гаутама решил, что начнет обучать других. Так появились 4 благородные истины, которые являются своего рода установками и базовыми учениями. Что подразумевают 4 благородные истины? Дукха, она учит, что от страданий никуда не убежать, ведь они всегда возвращаются. Дукха Самудая, которая рассказывает о причинах страданий. Дукха Ниродха – учение Будды о том, как он достиг прекращения страданий. Дукха Марга – Будда рассказывает другим, что избавиться от тревог можно 8-ричным путем. Буддизм, как и большинство мировых религий, имеет десятки течений, и каждая из них считает, что именно оно представляет истинное учение Будды. Все они делятся на ранние и поздние периоды. Кроме того, течения еще и разбросаны по регионам. На самом деле они мало чем отличаются, ведь суть у них все равно единая. Буддисты верят в карму. Кроме того, буддисты верят в реинкарнацию, а, скажем так, качество перерождения зависит от кармы, то есть количества поступков, которые человек сделал за жизнь, хороших или плохих. В общем, буддизм – это вера, которая требует невероятного контроля, веры в себя, терпения и концентрации. Как показывает буддийская практика, те, кто желают знать все и сразу, никогда ничего не узнают.
В Таиланде 95% населения веруют в Будду, 300 тысяч монахов, 38 тысяч храмов. Неудивительно, что эта страна считается самой буддийской в мире. Монахи – самая видимая часть буддизма для иностранцев, но одновременно и самая закрытая. Много лет назад все юноши страны, включая членов королевской семьи, были обязаны пройти через монашество до 20-летнего возраста. В наше время все уже не так строго, но большинство мужчин Таиланда идут в монахи. Это уважаемый обществом шаг. Как правило, юноши уходят в монахи на короткий срок после окончания университета. Обычный сезон послушничества с июля по октябрь. Срок службы монахом должен включать цифру 3 года, 3 месяца, 3 недели или, допустим, 3 месяца и 3 дня. С собой в храм новобранец приносит набор молодого монаха. Он включает в себя верхнюю одежду, одеяние оранжевого цвета, нижний слой тоже оранжевого цвета, нижнее белье, чашу для сбора подаяний, бритву, иголку, пояс, водяной фильтр, чайник, коврик, подушку, противомоскитную сетку, пару обуви и сумку. Распорядок дня монаха суров. Подъем в 4 часа, медитация с молитвами, затем чашу в руки и марш за пределы монастыря в деревню или на улицы города за подаяниями в форме денег и продуктов. К 8 утра монахи возвращаются в храм и завтракают. Второй и последний за день прием пищи, небольшой перекус перед 12 часами дня. После полудня и до следующего утра разрешается только вода, молоко, травяные чаи. В течение дня монахи занимаются текущими работами в монастыре, изучают буддизм, около 5 часов дня служба, затем снова учеба и в 21 час отбой. Монах не имеет права дотрагиваться до женщины, даже до матери. Женщина не может идти впереди монаха, только следовать за ним. Официально монахам не разрешается водить автомобиль, управлять мотоциклом, за исключением периода буддийского поста, длящегося 3 лунных месяца. Будете заходить. Там монахи сидят.
этом наше путешествие по Таиланду не заканчивается. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии.